Ну что, друзья, я нахожусь в Турции, и совсем недавно здесь запретили карты МИР. Всего 5 банков позволяли снимать деньги со своих банкоматов, но так уж получилось, что санкции США дошли и до сюда. Поэтому я сейчас расскажу вам о том, как можно снимать деньги в Турции, переводить их на местные карты и вообще спокойно здесь существовать. Поехали! Первый способ – это обменники. Это самые классические обменники, которые есть абсолютно во всех странах. И в чем плюс? Вы можете пользоваться им, даже если у вас нет банковской карты Турции. В чем минус? Как правило, достаточно большая стоимость валюты и не самые лучшие условия. Плюс обменники необходимо бегать менять, поскольку рубли есть далеко не в каждом. Ну что, друзья, способ номер 2 – это золотая корона. Что же с ней делать на самом деле? Если у вас есть российская карта МИР, MasterCard или Visa, спокойно делайте перевод через приложение. Оно сразу показывает вам курс конвертации, который вы получите у себя в Турции. Вы можете выбрать получение денег наличными в пункте выдачи здесь в Турции. Можете перевести себе на карту по IBAN, можете перевести себе по номеру турецкой карты. Если по IBAN, то срок зачисления 4-6 часов, если по номеру карты, то зачисление моментально. И самое главное, запомните, друзья, если вы зачисляете на карту Денисбанк, то он берет комиссию 0,8% за эту транзакцию. Если вы перечисляете себе деньги на карту Вакыф Каталым, вот здесь такой логотип покажу, чтобы вы не перепутали, то транзакция будет без комиссии. Конечно, этот банк выигрышней, и старайтесь, кому надо, можете ее оформить. Кому нет, Денис, тогда с комиссиями придется заморочиться. Но это не важно. Минус золотой короны в том, что она дает всего лишь 10 транзакций в месяц и ограничение 600 тысяч рублей. Если вас это устраивает, если у вас достаточно небольшие перечисления, то я, наверное, считаю это очень хорошим сервисом. А пока погнали дальше. Способ номер 3. Перевод с карты Тинькофф прямо на карту Денисбанк. Это не SWIFT, это просто обычный межбанковский перевод. Вам необходимо просто внести реквизиты, правильные реквизиты. Самое главное, правильные, потому что даже у меня получилось всего лишь с 3-го раза. После этого вы отправляете денежку, и она приходит вам где-то через сутки. После того, как они падают на Денисбанк, банк тоже берет свою комиссию. 1000 рублей плюс 0,5% от суммы. Но не более 700 лир. Сколько? Правильно, 700 лир. Вы не ослышались. Поэтому, если вы переводите 10 тысяч рублей, то цена 1 лиры будет все-таки высоковата. Возможно, даже примерно как в обменнике. Но если вы переводите от 50 тысяч рублей, то эта сумма, конечно же, становится гораздо меньше, и курс становится очень выгодным. Поэтому, друзья, способ очень хороший, тестируйте, пользуйтесь. Ну а мы двигаемся дальше. Способ номер 4. И здесь подключается Райффайзенбанк. Мы заходим на биржу Райффайзенбанк, где нам необходимо купить доллары. Для того, чтобы их вывести, нам необходимо заплатить комиссию 3%. Выводим мы их на свою карту Райффайзенбанк. Когда мы получаем их на карте Райффайзенбанк, мы можем сделать SWIFT-перевод на турецкую карту. Райффайзен берет за это комиссию 2%, но не менее 60 долларов. Итого общая комиссия составляет уже порядка 5% с момента покупки валюты. Когда вы получаете деньги на местной турецкой карте, могут быть дополнительные комиссии за прием этих средств. Как я уже говорил, Денисбанк берет 0,8% за прием средств с иностранной карты, с российской карты, непосредственно с переводов через золотую корону или напрямую с Тинькова. А здесь такая история тоже возможна. Поэтому решайте сами, насколько этот способ для вас интересен. Конечно же, он не ограничивается, как золотая корона, 10 транзакциями или 600 тысячами рублей. Здесь можно переводить большие суммы, но этот способ чуть более энергозатратный, требует больше действий, и только вам решать, насколько это для вас приемлемо и интересно. Итак, друзья, 5-й способ – это P2P торговля. Скорее всего, многие из вас об этом слышали, что это такое, криптовалюта, там бла-бла-бла и вся остальная ерунда. Я расскажу конкретно, что нам для этого понадобится. Во-первых, нам понадобится турецкая карта, это обязательно. Во-вторых, счет турецкой карты необходимо будет привязать в своем личном кабинете Binance, чтобы туда
падали ваши турецкие лиры. Итак, что же мы делаем? Во-первых, мы заходим на Binance и в разделе P2P покупаем криптовалюту USDT. Это криптодоллары. Мы купили USDT. На нашем кошельке есть, допустим, 100 криптодолларов. Супер, мы молодцы, мы классные, мы себя похвалили, погладили. Пора двигаться дальше. В разделе «Валюта» в правом верхнем углу нам необходимо выбрать турецкую лиру. И после того, как она у нас появилась, мы выбираем USDT и «Продать». После чего мы видим количество предложений пользователей, которые готовы купить ваши USDT. Вы спокойненько их продаете, а те самые турецкие лиры вам переводят с турецкой карты на вашу турецкую карту. Вот такая вот интересная история. Да, это тоже не самая простая схема, она требует большего количества операций. Но в чем ее плюс? Первое, она не отслеживается. Второе, можно переводить абсолютно любые суммы, потому что, давайте честно, на Binance и в криптовалютах крутятся гигантские деньги. Если вы хотите купить квартиру в Турции, вы можете смело покупать в России USDT и расплачиваться здесь этой самой криптовалютой. Ну и, конечно же, последнее – это платежная система МИР. Вы можете найти список банков в интернете, прийти и оформить себе эту карту и спокойно ехать с ней сюда, в Турции. Большинство магазинов и банкоматов принимают эту карту. Так что, если вы считаете, что с наличкой ехать неудобно, я думаю, это отличное решение. Ну что, вот я поделился с вами 6 способами о том, как выживать в Турции, когда у вас закрыта карта МИР. Какие-то способы подходят больше для бытовых вопросов, для повседневной жизни, что-то подходит для покупки недвижимости. Если вам приглянулись эти истории, обязательно ставьте лайк, мне будет приятно. На этом все. Вам спасибо. Отличного дня.